Приветствую вас! Сегодня увидите два автомобиля, построенных на агрегатах Tesla. Это Mercedes и Toyota RAV4. В первом случае автомобиль привезли к нам с другого города на эвакуаторе, так как автомобиль перестал ездить своим ходом. А во втором случае автомобиль с нашего родного города Харькова своим ходом приехал к нам, однако в салоне автомобиля было холодно. Неисправность изоляции высоковольтной бортовой сети со стороны кузова. Здесь буковка F большая, потому что это то, что актуальное. Маленькие F-ки это сохраненные. Так, ну у нас проблема по изоляции. Так, сейчас хотим промерить сопротивление. Сняли разъем, который идет на зарядник, на чарджер. И относительно корпуса измеряем плюс и минус высоковольтные. Вот по минусу идет 41 Ом. Между плюсом и корпусом. Ну, оно будет дальше расти. Оно там не Омы выдает. Есть подозрение, что у нас опять хитр сгорел. Ну не опять, это уже другой автомобиль. Что на этом автомобиле сгорел хитр. Поэтому сейчас будем снимать его, добираться до разъема. Просто разъем в таком месте стоит. Находится прямо вот здесь. Вот. Да, будем снимать сейчас разъем и прозванивать разъем. Отсоединять, смотреть, будет ли автомобиль запускаться. Что, погнали? Погнали. Сейчас проверим, ошиблись мы или нет. Так. Бинго. 41 Ом. 41 Ом, а там замкнутый на массу. Ну, как раз оно под полтишок сопротивления хитера. Да. Так, ну опять у нас проблемка с хитером. Это уже второй автомобиль, который к нам попался с хитером. На текущий момент разборка шла намного веселее и быстрее. Так, ну что, сейчас его тогда полностью нужно будет вытащить отсюда. И заказывать другой хитер. Так, ну и скорее всего, как и в тот раз, вместе с пробитым хитером у нас были проблемы с ключами, которые управляют ими предохранители. Поэтому будем делать сразу и туда лезть, и разбираться, устранять причину и следствие неисправности. И, естественно, причину незапуска автомобиля. Подняли чарджер, сейчас добираемся до конвертера. И как раз там и стоят предохранители. А вот стоит концевичок, геркончик, который отслеживает, что никто не влез. Сюда не снял крышку. Поэтому машина умная, за всем следит. Брались мы сюда. Сейчас будем прозванивать предохранители. Предохранитель целый, да? Угу. А вот, кстати, стоит пиропатрон, который в случае аварии разрывает цепь. Вот он стоит. Так. Ну, транзисторы целые. Судя по обратным диодам, там ничего не пробито. Значит, здесь обойдется только заменой хитера. Ну да, малой кровью. Сейчас вскроем и этот хитер. Посмотрим, как здесь. Аналогичная ситуация, как с предыдущим, или нет. Кстати, легко откручивается вообще. А сколько там усилий какое?
Запах пошел. Угу. Воняет так, что хоть свет их выноси. Запах гари уже есть. Ну да, вот прогор. Фу. Вот как раз даже видно. И что-то потекло. Угу. Оно взорвало его. Угу. Да, камера запах не передает, но он здесь такой. Просто отвратно. При замене хитера на тесловский они, в принципе, абсолютно одинаковые, но отличаются сами разъемы и провод чуть длиннее. Поэтому надо переставить. Переставляем сейчас разъем. Вот отличие вот в этом. Здесь вот тоньше перемычка нижняя, здесь толще. Толще, тоньше. Ну, а здесь толще, да, а здесь тоньше. Поэтому будем ставить разъем мерсовский на тесловский хитер. Так, ну здесь, так как все нормально, собираем все. И сейчас уже разъем перекинули на хитере. Сейчас будем соберем здесь верхнюю часть, чтобы уже антифриз никуда не капнул. И поставим обратно чарджер. И будем устанавливать хитер и пробовать. И я думаю, что мы, наверное, все равно, раз уже автомобиль к нам привезли, мы находимся в Харькове, а автомобиль привезли к нам с Днепра. Поэтому, раз уж машина преодолела такое большое расстояние, мы обязательно снимем датчик положения вала, энкодер, и посмотрим, есть ли там антифриз, чтобы уже сделать еще дополнительную диагностику. Установили хитер. Ну, если кому-то больше нравится нагревательный элемент или бойлер, то можно и так назвать. Калорифер. Калорифер, да. В общем-то, установили мы этот хитер туда, нагревательный элемент. Сейчас возьмем диагностику, посчитаем ошибки, развоздушим систему, потому что в старом хитере у нас антифриз был, и мы его слили. Теперь нужно его все возместить на место. В общем-то, будем диагностировать и обязательно снимем датчик положения вала, чтобы точно понимать, есть ли там антифриз или нету. Автомобиль уже, в принципе, у нас запускается. Сейчас еще раз проверю. И едет. Хотя до этого он у нас не ехал. Контакторы сработали. Автомобиль у нас запустился. И двигается. Так, и кроме этого, когда подняли, заметили, что с радиатором здесь беда. Пропускная способность у него уменьшенная. И какой-то удар был по нему. Поэтому радиатору не совсем хорошо, ему плохо. Это радиатор антифриза. Так. Откручиваем датчик. Так, ну сам датчик сухой, но там есть какие-то следы коррозии. Но походу менялся здесь сальник, потому что там герметик. Вероятно, что здесь уже все было заменено и просто не смыли старую коррозию. Поэтому можно предполагать, что здесь все хорошо. Ну, как минимум, датчик в рабочей части абсолютно сухой. Конденсат есть небольшой, хотя здесь конденсатик есть. Но запаха антифриза нету. Скорее всего, просто туда влага попала и все. Но сказать, что нужно весь сальник менять,
пока предпосылок для этого нету. Поэтому пускай пока автомобиль катается. А вот к нам приехал Toyota RAV4 с подобной проблемой, как на Мерседесе. С проблемой неисправности хитера. Якобы хитер уже ремонтировали. И все нормально. И сейчас его отремонтировали. Но после ремонта сгорает, вернее, когда сгорает хитер, сгорает и предохранитель в DC-DC конвертере. И владелец автомобиля сказал, что ему хитер уже отремонтировали, либо нагреватель, как кому нравится. Но нужно просто заменить предохранитель в DC-DC конвертере. Мы его заменили, печка включилась, но недолго музыка играла, предохранитель сгорел. И была согласована разборка хитера, и посмотрим, что там может вызывать сгорание. Но сразу говорю, что этот автомобиль при неисправности хитера продолжает ехать, не останавливается, как Мерседес. И по сопротивлению изоляции здесь было все в норме. Я тебе фотку сброшу, там фотки есть. С диагностикой. Так, разбираем хитер. Ну, это, похоже, транзисторы эти и есть. А вот и сам тен, который как раз и нагревает антифриз. Вот так вот он выглядит. Более интересный, чем на Мерседесе, но и, соответственно, более дорогой. А вот как соединяются эти тены. Вот, видимо, вот это один тен, второй тен, третий тен, четвертый тен, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15. Это просто 15 тенов стоит, и они соединены последовательно параллельно. Сейчас будем прозванивать транзисторы на предмет пробоя или обрыва. Так, этот транзистор пробит. Этот транзистор под вопросом, но, скорее всего, он неисправен, потому что не должно быть такого падения. Дамы и господа, Так, проверяем сами элементы, которые нагревательные. оказались очень уникальными, с отрицательным, даже не с отрицательным, а которые реагируют на величину напряжения. С ростом напряжения их сопротивление уменьшается. Вот, подключили тестовую лампочку последовательно с нагревательным элементом. И получается, смотрим. Сопротивление его, как ранее было видно, составляло 1,2 кОм, если мерять мультиметром. Так, сейчас вот этот элемент потребляет 300 мА. Напряжение какое падение? 150 вольт. Нехитрые калькуляции. Сопротивление его составило 500 Ом сейчас. То есть сейчас сопротивление 500 Ом при напряжении 150 вольт. Вот, теперь берем, проверяем вот этот. Как раз в этом канале сгорает транзистор и вышибает предохранитель в DC-DC. Вот. Здесь уже ток составляет пол-ампера на элемент, напряжение в среднем 43-44 вольта. Сопротивление получается по расчетам примерно 80 Ом. При том, что если померить сейчас его сопротивление, то оно составляет 1,1 кОм. То есть оно уменьшается с ростом напряжения.
Вот получается из-за этого и горят ключи. Да, из-за этого горят ключи. То есть нужно этот элемент по-хорошему исключить. Ну а остальные? Остальные можно сейчас проверить, но по-хорошему надо подавать 350 вольт по стоянке, потому что в высоковольтной сети электромобиля 350 вольт по стоянке. Сейчас тут 300 вольт просто в амплитуде достигает. И, видимо, вот это тоже, который уже был вырезан. Ну да, у него скорее тоже, всего, видимо, тоже кто-то много пожигал транзисторов и предохранителей и дошел к тому, что надо его просто исключить. Хотя элемент исправен, на корпус не пробивает. Но при этом, исправен по мультиметру. при этом при подаче напряжения непонятно, как все будет вести, Да. как будет меняться Можно сопротивление. проверить это все. Вот такая штука. Поэтому, скорее всего, здесь придется все-таки либо уменьшать количество элементов и уменьшать режимы нагрева, либо же менять хитр полностью. Это надо хитр менять, он уже по ходу сыпаться начал. Так. А вот этим мы будем измерять. Так, отверточка. А вот этим DC. Ну что, поехали. Так, проверяем. Там практически в ноль упало. А ну еще раз, где там? Ну. — 0,7 ампера, 0,73 по напряжению. Сколько? 40 вольт. 40 вольт. То есть он даже это стабилизирует. А давай, который целый. Потом надо посчитать, сколько получается. Так, пол-ампера 200 вольт, пол-ампера. до 190 падает. И лампочка ярче горит. Тусклее. Ну, в смысле тусклее, да. На том ярче горит. На том ярче. То есть на том сопротивление падает очень сильно. Угу. Но по-хорошему надо их все проверить. Тоже пол-ампера, 200 вольт. Один уже до нас скрывали, скорее Ладно, всего сейчас там я его чисто по току посмотрю. такая же проблема. Угу. Все. Да нет, там просто не Отошло? Не достало, оно там огрызок вот тут. Ну, то же самое. Падает вообще до одного. Ну, напряжение я не подключал, ты не но подключал. да, оно понятное, что Она горит ярче, чем на вот этой. да. Здесь тоже 200 вольт. 200 вольт. То есть Так что один уже... хитер начал сыпаться. Да, один уже был сгоревший до нас. Да. Его вырезали с цепи и поменяли транзистор. Но как оказалось, что еще есть один элемент неисправный, и вследствие чего транзисторы продолжают гореть. Вот эти транзисторы и по очереди летят один за другим. А эти все элементы вроде как ничего, но тоже, если уже два посыпались, то Да. Так что это могут. может быть их скрытая болячка.
Ну, вот этот, кстати. Да нет, это вроде как нормально, 180, ну чуть меньше. Но он стартовал не с 200, а сразу получается со 180 с копейками. То есть он уже такой, скорее всего, следующий на очереди, на выкусывание. 190. Так что вот такие вот проблемки с этими хитерами. А сделаны красиво. По 4 элемента в каждый столбик, кроме в первом столбике заглушка стоит. Элементов. 15 элементов. Они чем-то расклиненные, он какой-то, чтобы плотно стояло. Вот эти вот. Да, вот распорочка стоит, что плотно. И вот такие вот полигоны сверху ставятся и соединяются полигонами. Ну, примерно так. Примерно так, только по-другому. Так что этот хитер тоже пойдет под замену. Не будем уже экспериментировать с ним, вырезать еще, уменьшать количество элементов, потому что рано или поздно они все равно все выйдут из строя. Надо менять целиком хитер. Вытаскиваем один из элементов хитера, просто ради интереса. Можно ли их поменять, перепаковать с другого. Поэтому решили вытащить его. Но вот как оказывается, все не так просто. Походу он там вклеенный. Расклинивающая пластина не вылазит. А вот сами керамика. Короче, да. Это вот это и есть какая-то, да, которая имеет высокое сопротивление. Ага. 4 штуки их там стоит. Да, вот так вот выглядит сам нагревательный элемент. Это контактные пластины, а распорная планка, она Так и вклеенная. осталось. Поэтому Попробовать молоточком. Ага, есть. да, она на каком-то клеевом, на каком-то клею там Короче, забитая. Вот она именно клином и идет. просто так не поремонтируешь. Ну, разве что высверливать как-то, но при этом нужно не пробить, потому что вот это уже идет сам антифриз, полость. Поэтому если его просверлить случайно не туда, то можно 100% повредить. Вот такой вот алюминиевый клинышек стоит, который забивается сюда. Интересно, за счет чего она начинает терять, падает сопротивление так сильно. Вот, кстати, видишь черное? То есть это реально тут что-то шкварчало. Потому что это более-менее чисто. Это вот оно так стояло. И там простреливать начало, по идее. Ну да. А ну давай померяем сопротивление. О, вот. Там сейчас высокая будет, это под напряжением надо. 4,5 килоома. А вот так, если не с двух сторон. А так будет Да. проводить, по идее. Да, так Это проводит. ж напыление металлическое. Вон видно. Угу. Визуально лифовский хитер выглядит надежнее, чем равовский, как минимум вот этими резинками дистанцирующими, в отличие от вот этой вот пластмасски, которые просто вставляются в эти полигоны. Здесь эти выводы не припаянные к плате и визуально выглядят надежнее. И вот эта пластина, здесь вот 3 таких проставки стоит, а на лифе идут вот такие резиночки. Также лифовская плата, она залита лаком для большей изоляции, а это посчитали, что достаточно уплотнения корпуса. Так, установили сюда обратно хитер, поставили пока крышку DC-DC конвертера не собрали, потому что там предохранитель сгорал,
хотим продиагностировать, чтобы уже точно знать. Печка сейчас работает. Включили печку. Температура 50-60 градусов. 61 градус. И продолжает подниматься. Здесь тоже горячий воздух. 57 градусов. В помещении 22 градуса. Крышка DC-DC конвертера на герметике стоит. Она из алюминия, легенькая. И чтобы не попадала влага, заклеена герметиком. Но при вскрытии этой крышки есть вероятность повредить провода. Очень близко идут к крышке. Поэтому надо снимать ее максимально аккуратно.